Победная риторика Зеленского продолжается. Атака по России давит на Путина. Одесса под ударами. Порты, топливо, техника. Украину отрезают от моря. Фронт трещит. Оборона Покровска рушится. Развязка все ближе. Провал с санкциями и риторика все так же. Москва враг номер один. Всем привет! Сегодня 23 июля. По традиции собрал для вас ключевые события за день. Больше в Телеграме. Ссылка под видео. Поддержите лайком, подпиской и начинаем. Зеленский снова вышел к камере с победными реляциями. Значительную часть обращения он посвятил ударам по территории России и подал их так, будто это переломный момент всего конфликта. По его словам, эти атаки якобы бьют по позициям Кремля и создают давление лично на Путина. Сейчас, конечно, ситуация на фронте, ситуация с нашими дальними санкциями, с медстрайками создает вокруг Путина новую атмосферу, очень токсичную. И только он виноват в том, что война началась и не заканчивается. Только Путин виноват в тех потерях, которые несут россияне. Российское общество все больше начинает это ощущать. Токсичная атмосфера. Красивая формулировка. Но вот в чем проблема. Пока в Киеве рисуют картину загнанного в угол противника, реальная обстановка на фронте выглядит ровно наоборот. И это несостыковка, которую замечают уже не только в Москве. Параллельно с ударной риторикой, Зеленский объявил о продолжении масштабных перестановок в верхушке военного руководства. Вслед за сменой главнокомандующего им стал Михаил Драпатый, который уже принял дела. Он назначил нового начальника Генштаба. Пост занял Игорь Скибюк. Уже произошли изменения. Вместе с Михаилом и Евгением Хмарой мы определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет Игорь Скибюк. Решение уже принято. А вам не кажется, что при таких победных речах о фронте верхушку командования не стали бы менять так лихорадочно? Обычно так мечутся, когда чувствуют, почва уходит из-под ног. Отдельным блоком Зеленский попытался показать западной аудитории, что Киев все еще стремится к дипломатическому урегулированию. Он отчитался о переговорах украинской команды в составе Умерова, Буданова и Кислицы с американскими представителями Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. И, как всегда, обвинил Россию в нежелании договариваться. Только что мы говорили с Рустемом Умеровым, Кириллом Будановым, Сергеем Кислицей, представителями президента Америки. Дипломатический процесс для нас продолжается каждый день. Мы не останавливаемся в попытках остановить эту войну. Главное, чтобы россияне действительно были готовы к прекращению войны. Звучит миролюбиво. Только на фоне этих слов реальные действия Киева говорят об обратном. В том же обращении Зеленский рассказал о разговоре с послом Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакером и прямо потребовал от партнеров ускорить и нарастить поставки ракет. О каком мирном треке идет речь, если украинское руководство ежедневно запрашивает новые партии ракет и параллельно прорабатывает очередное дроновое соглашение с Вашингтоном для продолжения ударов? По сути, дипломатия на словах и наращивание арсенала на деле идут рука об руку. Одесская область уже 14-е сутки подряд остается под непрерывными ударами. Счет выпущенным ракетам идет на сотни, и большинство из них, по имеющимся данным, достигли своих целей. Но здесь важно понять главное. Это не хаотичная серия прилетов. Это системная операция с конкретной задачей – разрушить южный логистический контур Украины и отрезать страну от моря. Почему именно Одесса? Все просто. Сегодня ее порты остаются главными воротами, через которые Украина получает топливо, технику, комплектующие, промышленное оборудование и грузы двойного назначения. Перекрой эти ворота, и целые направления снабжения начинают сыпаться. И вот здесь видна логика ударов. Работают не наугад, а по четкой схеме. Сначала поражаются суда и терминалы, затем склады, резервуары с топливом, транспорт. А следом удары наносятся уже по ремонтным бригадам, резервным площадкам и тем объектам, куда украинская сторона переносит уцелевшее имущество. По сути, это методичное выключение целой логистической системы, звено за звеном. Не разовый удар ради картинки, как делает Украина, а последовательная работа на результат. Что это значит на практике? Чем дольше продолжается такое давление на порты, тем сложнее Украине держать поток критически важных поставок. А без стабильного снабжения по морю нагрузка ложится на сухопутные маршруты, а они дороже, медленнее и куда уязвимее. И вот эту картину в Киеве стараются лишний раз не подсвечивать. Отдельно стоит сказать про геополитику. Одесса – это не только про снабжение армии. Это выход Украины к Черному морю,
к экспорту зерна, к международной торговле. Ударить по этому узлу значит задеть не только фронт, но и экономику в целом. И вот тут расчет становится совсем прозрачным. Чем меньше у Киева работающих портов, тем меньше у него рычагов в отношениях с кураторами. А теперь новости с фронта. И здесь картина для Киева складывается тревожная. Подразделения вооруженных сил России постепенно расширяют зону контроля в Покровске и продолжают продвигаться на запад. Причем заходят они не на пустое место. Украинская армия стянула сюда резервы, выстроила эшелонированную оборону, то есть не одну линию, а несколько рубежей друг за другом. Казалось бы, прорвать такое непросто, и тем не менее продвижение продолжается. Но самое интересное даже не в самом Покровске. Сам по себе город может открыть перспективы куда серьезнее, чем просто взятие населенного пункта. Речь о направлении в район Павлограда, а это уже крупный узел в Днепропетровской области. Здесь стоит остановиться. Павлоград – это не рядовая точка на карте. Это транспортный и логистический узел, через который завязано снабжение целого куска фронта. Выход на это направление меняет не тактику отдельного участка, а всю конфигурацию на юге. Будет ли Павлоград конечной целью операции, пока говорить рано. Но сам факт, что такое развитие событий вообще рассматривается, о многом говорит. Это не про захват одного города ради красивой сводки. Это про системный, продуманный характер наступления, рассчитанного на несколько ходов вперед. И вот вопрос к вам. Как думаете, почему на Банковой в эти дни так активно тасуют командование и выдают победные речи? Не потому ли, что реальную ситуацию на этом направлении очень нужно чем-то перекрыть? Пока идут громкие заявления про давление на Кремль, на фронте разворачивается совсем другой сюжет. И вот его-то в Киеве старательно уводят из фокуса. Отсюда и вся эта суета с перестановками и победной риторикой. Это хорошо ложится в общую картину. Западные политики продолжают закручивать риторику вокруг конфликта на Украине. И, судя по всему, вариант мирного урегулирования они для себя попросту вычеркнули. Свежее тому подтверждение – выступление главы европейской дипломатии Каи Каллас. Со сцены она заявила прямо: Москва – это главная опасность для всего Евросоюза. И тут же пообещала Киеву военную и экономическую поддержку без каких-либо сроков и ограничений. Но мы будем поддерживать Украину, единые и сплоченные, столько, сколько потребуется. Мы ясно видим, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе. Именно в такие моменты становится ясно, что такие партнерские отношения, как наши, не просто желательны, а необходимы. Формулировки сильные. Экзистенциальная угроза. Столько, сколько потребуется. Но за этими словами стоит вполне конкретный курс. Не искать выход из конфликта, а продлевать его настолько, насколько хватит ресурсов. И тут же Брюссель пытается протолкнуть уже 21-й по счету пакет ограничений против России. 21-й. Вдумайтесь в цифру. И это несмотря на то, что единства внутри самого Евросоюза давно нет, а разногласия по каждому новому пакету становятся все заметнее. Реакция Москвы не заставила себя ждать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что европейские политики давно перешли грань здравого смысла в желании навредить России. Вот только новые ограничения, по его словам, ударят прежде всего по западному обществу. Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела. Его не существует, также не существует предела у безумия. Как вы думаете, вообще эти санкции работают на Москву? Или это просто очередная картинка грозной Европы? По словам Пескова, европейским лидерам по сути безразлично, как их решения отражаются на жизни собственного населения. Главная цель – конфронтация с Россией, которую ведут руками украинцев. И вот ключевой момент. Если прошлые пакеты били по экономике Европы косвенно, то теперь, как отмечает Кремль, в наборе остаются только те меры, которые бьют напрямую, по интересам целого ряда стран-участниц Союза. Просто до сих пор вводимые против России так называемые санкции, хочу еще раз напомнить, мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права. Так вот, до сих пор эти санкции, они косвенно били по Европе, по европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося, тем не менее, многомиллиардный ущерб. А сейчас в наборе остаются уже только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран-участниц Европейского Союза. И, конечно, это уже гораздо больнее. Отсюда те противоречия, которые мы наблюдаем.
Проще говоря, у санкционной машины заканчиваются безопасные для самой Европы патроны. А значит, каждый новый выстрел все чаще будет попадать по своим. Ну а теперь давайте подведем итоги о главном. Зеленский рапортует о давлении на Кремль и лихорадочно тасует военное руководство. Но за победными речами прячется совсем другая реальность. На юге 14-е сутки бьют по одесским портам, отрезая Украину от моря. За Покровском продвижение продолжается, а на горизонте направление на Павлоград. И на этом фоне Европа устами Каллас объявляет Москву врагом номер один и готовит 21-й пакет, который все сильнее бьет по самой же Европе. Одно к одному, и картина для Киева складывается тревожная. Ну а что обо всем этом думаете вы? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Лайк и подписка – лучшая поддержка канала. А все важное в моем телеграме, ссылка под роликом. С вами был Медиашот, скоро увидимся. Всем пока.